Привет! Меня зовут Марина, вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы с вами немного посмотрим на историю русского языка, а именно на историю русского алфавита. Интересно? Начинаем. Вы хорошо знаете, что сейчас в русском алфавите 33 буквы. Если не знаете, то бегом смотрите это видео. Раньше алфавит был немного другим. Во времена язычества у славян вообще не было алфавита. И тогда послания, письмена оставляли всякими черточками или резами, делали такие порезы. Ну, в общем, были что-то похожее на иероглифы, но нет, это были далеко не иероглифы, и это даже были не совсем рисунки. А вот в 863 году Кирилл и Мефодий создали русский алфавит. Ну, здесь тоже есть несколько нюансов. Изначально вообще алфавит нужен был для того, чтобы хранить какие-то церковные тексты. А уже к этому времени начинает распространяться христианство, православие из Византии. И вот есть история, что Кирилл и Мефодий создали алфавит. И назывался этот алфавит в честь одного из создателей – кириллица. Кирилл – кириллица. Но и здесь есть неточности, потому что известно, что Кирилл и Мефодий создали два варианта. Они создали кириллицу и глаголицу. И даже известно, что глаголица это был первый вариант, а кириллица появился позднее. И именно глаголица была создана в 863 году в Византии. А вот уже кириллица была создана позднее в Болгарии. И, кстати, мы даже точно не знаем, кто создал кириллицу. Но мы знаем, что в X веке кириллица распространилась на Русь из Болгарии. А вот уже письменное фиксирование обозначилось, наверное, только в XIV веке. И уже более современный вариант, который практически представлен сейчас, это с конца XVI века. И именно кириллицей написаны памятники древнерусского языка. А еще важно, что буквы кириллицы обозначали не только звуки, но и числа. И только Петр I решил это изменить. И для чисел он взял арабские цифры, а для звуков оставил кириллицу. А теперь давайте о количестве букв. Изначально в алфавите, который создавали Кирилл и Мефодий, было 43 буквы. И похоже, они были на греческие. И вообще, кстати, слово алфавит пришло к нам из греческого языка. Альфа и бета. Бета это в современном греческом языке это вита. Алфавит. Наше русское слово азбука уже идет из названия двух первых букв. Азбуки. Азбука. Вы уже знакомы с такими именами, как Кирилл и Мефодий и Петр I. Давайте остановимся о реформе Петра I, о реформе, которая касается русского алфавита или русской азбуки. Петр I решил, что все-таки важно, чтобы алфавитом пользовались не только в церкви, но и обычные люди. Уже в это время начались расхождения между церковнославянским языком и светским. И в результате реформы Петра I появилась первая гражданская азбука. И произошло это в 1710 году. Позже с русским языком происходили некоторые изменения. Например, 18 ноября 1783 года княгиня Екатерина Романовна Дашкова предложила внести в русский алфавит новую букву Ё. И тогда известный историк Карамзин
очень поддержал эту идею, и буква Ё появилась в русском алфавите. И к 1917 году в русском алфавите было уже 35 букв. Конечно, по факту их было 37, но вот буква Ё и буква Й не считались отдельными буквами, а они считались только разновидностями буквы Е и И. В то же время в русском алфавите еще оставались такие буквы, как буква Ять, Фита, Ижица и И. Но они вскоре устарели и перестали употребляться. Чуть позднее такой государственный деятель, как Анатолий Луначарский, издал указ, в котором было написано, что в русском алфавите только 33 буквы, те самые, которые мы с вами знаем сейчас. И тогда убрали вот эти вот буквы Ять, Фита, Ижица и добавили буквы Й и Ё. В 1942 году русский алфавит стал официально содержать только 33 буквы. И это тот самый алфавит, который мы сейчас используем в современном русском языке и который вы учите, когда только начинаете изучать русский язык. Ну как? Интересно узнать историю русского языка, а именно русского алфавита? Если да, то жду ваши положительные оценки, жду комментарии, и мы продолжим с вами смотреть историю русского языка. А на этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.